Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру про Ларри Лаффера. Ну что, ребята, приятного вам просмотра. А какие постояльцы сейчас живут в гостинице? О, они все какие-то странные, я стараюсь держаться от них подальше. Но ты же коридорный, да, и это осложняет задачу. У нас есть одна из таких, ужасная фифа, она вечно что-то делает и не оставляет чаевых, но обещал публиковать меня. И я тогда стану... Так, кто еще здесь работает? Это в основном Льюис. Он считает себя комиком. Он мог бы стать знаменитым в Лох-Вегасе, но однажды пошутил про группу, которую нельзя было задевать. Я про Фейт спрашивал. Ну, ладно, я пошел. Так, мы узнали, что здесь кто-то еще живет. Но, блин, я не успеваю реально прочитать диалог. Короче, живет здесь какая-то смотровая площадка. Ладно, в кабинет Бобби зайдем. Надо все-таки узнать по поводу долга. Но я как узнал, здесь какая-то блогерша живет. И мы, наверное, к ней зайдем позже. Я забыл уточнить, как долг мне отдать. Привет, Бобби, а как дела, Ларри? Как мне заплатить штраф? Найди деньги, и ты свободный человек. У меня нет столько денег, но мне надо выбраться с острова. Не повезло тебе, Ларри. К тому же, мимо острова сейчас не проходят корабли. После той истории с фестивалем никто не бросил якорь в нашей гавани. Какой истории? Пару недель назад на острове объявился один тип, сказал, что хочет здесь все изменить. Он так и сыпал идеями насчет того, как превратить этот остров в крупнейший туристический центр. Идея сама по себе неплохая, но он решил привлечь целевую группу, которая обычно никому не нужна. Любителей научной фантастики. Он назвал этот проект галактическим фестивалем. Вот придурок. Я могла бы и догадаться, что это не сработает. Он не обеспечил гостей фастфудом, скорее переобеспечил. Остатки пришлось кормить дельфинам. Они потом то и дело всплывали в заливе со спущенными животами. Нет, если бы дело было только бы в этом, он привлек на остров всевозможных блогеров, широко и узких известных. Обещал им уникальный экзотический галактический фестиваль. Но ему удалось все полностью испортить. Нормальных палаток не было, а кроватей не хватало. Еда отвратительная, выпивка разбавленная. Прибывшие инфлюенсеры думали, что удивят модные группы и знаменитостей. Но их ждали только актеры из каких-то пошлых малобюджетных фильмов. Кто бы мог подумать, что актер второго плана против Амурана будет не очень интересен публике. И тогда начались беспорядки. Ну, хотя бы палатки горели недолго. На следующий день всех эвакуировали. Какой-то инфлюенсерши, она еще туристический блог ведет. Кроме этой, теперь она все жалуется и уничтожает репутацию отеля. Она зашла на глотку, поставила нам всего 2 звезды, клиентов стало еще меньше. Не понимаешь, что с ней не так. Но и выгнать ее не могу, она намерена получить все, что она обещал ей этот фестиваль. Чудак. Ох, доберусь я до него. Парень, который был во главе технологической компании BJ. Ох, ты его знаешь? Первый раз слышу о нем, но если тебе он попадется, не слушай его. Спасибо, я обязательно это учту. Если разберешься с этой блогершей, мы в расчете. Нужно, чтобы она поставила на глотке 5 звезд. Хорошо, будет сделано. Итак, мне пора. Ладно, ребят, я предлагаю, короче, отсюда уходить как можно быстрее. Фойе. Мы, наверное, перейдем пока в фойе. Мне кажется, я еще не совсем здесь повзаимодействовал, с чем можно. Так, ага, отлично. Так, теперь. Кстати, а можно к зоне с бассейном подойти? Я думал, это картинка нарисована. Оказывается, это реально локация новая. Опачки! А вы помните Бекки, ребята, из предыдущего прохождения? Надо с ней поговорить. Привет, Бекки! Ты? О, ты меня помнишь! Забудь, а тут также отравитель. Но это же было просто недоразумение. Не лги мне. Не подходи, или я позову охрану. Ну что-то я видел на острове, не видел охранников. Они тебя тоже исчезли? Ведь это не фестиваль, а фейстайл какой-то. Фестиваль? Фестиваль научно-фантастических фильмов. Самые известные актеры и актрисы на тропическом острове. Но на каком-то мероприятии не обойтись без Бекки Баттер. Что там не писал в Тинкере, я не Блэкволл королям. И это ты во всем виноват. А ты испортил мой имидж.
Я думала, фестиваль поднимет авторитет моего бренда, задаст ему новый импульс и оригинальность, а он оказался огромной аферой. А зачем ты тогда осталась? Я подумала, если я здесь, нужно извлечь из этого максимум. Так что теперь я туристический блогер. Это как? Ездишь по миру, балуешь себя лучшими отелями. Делаешь классные фотки, иногда даже пишешь аж 4 предложения. Тяжелая работа. Я всегда говорю, живи своей жизнью. 4 приложения, по-моему, а не предложения. Ладно, неважно. Ну и как тебе остров? Хорошо. Немного консервативно, но мне нравится винтаж. Эх, была бы здесь яхта, на которой можно было бы сфотографироваться в бикини. Я специально тренировалась, чтобы так вот выставлять зад. Но отель на глотке я поставила ему очень низкую оценку. Они тоже это заслужили. Неужели блогерам и правда все бесплатно? Конечно! Так и должно быть. В конце концов, мы делаем рекламу отелям и рассказываем о них другим людям, в отличие от этих туристов-попрошаек, чертовые мошенники. Как бы ты оценил отель на глотке? Всего лишь 2 звезды из 5. Почему? Вода в бассейне, фу, грязно и воняет. А как можно отдыхать в воде, если через нее даже не видно тела? Она должна быть насыщенного синего цвета и пахнет свежестью. И шведский стол, он омерзительный. Одно мясо и прочая гадость. Мне нужна органическая веганская еда, которая помогает сохранять... что подумают подписчики, если увидят мертвых этих? А в баре одна вода, остальное просто безалкогольное виски. Фу! Как тут делаешь селфи? Как тут делать селфи? Я буду выглядеть как пещерный человек. Мне нужен коктейль, который будет подходить мне для селфи. И тогда я сразу добавлю звезду. Иначе мой авторитет как инфлюенса будет уничтожен. Ты видела поблизости красивую блондинку? Я не могу обращать внимание на других. В смысле, подписчикам это не важно. Они хотят видеть меня. А тебе принести что-нибудь выпить? Проваливай. Понятно, напомнит. Мне нужно пойти поинфлюенсить в другом месте. Да, бассейн реально грязный. Я предлагаю отсюда уходить и что-нибудь поискать. Мы, как поняли, Бекки выдвигает очень такие странные, ну не странные, вполне справедливые требования. Мне интересно, Ларри может вообще на них повлиять или нет? Я предлагаю выйти в джунгли, потому что здесь навряд ли с чем-то можно повзаимодействовать. У меня есть кое-какая идея, но не уверен. Мы тут не были, кстати, ребят. Так, это что такое? Водоочистительная станция. Думаю, эта штука полностью автоматическая. Я могу только что-то туда залить. Ага, понятно. Так, что же у нас здесь? Дверь от туалетной кабинки. Здравствуйте. Занято. Ну, мне туда, срочно. Ты монстр? Я дух вечного утверждения. О, нет. Ты скоро вообще выйдешь, а? Я уже вышел. Сейчас 20-й год нашей эры. Увы, небо стало зеленым от полнолуния. Процентные ставки удваиваются каждый год, и мир стал странным, безумно странным. Смотри, там внизу остров. Тихие птицы, ну всего хорошего. В чем твоя проблема? У меня нет никаких проблем, я могу остановиться, когда захочу. Уверен? В любом случае, я не могу отсюда уйти, пока монстр там что-то с ним не сделает. Можешь выходить, здесь никого нет, кроме меня. Ты можешь быть оборотнем, я не могу рисковать. К тому же, цвета здесь на вилле такие красивые. Ты в туалете. Он просторнее, чем кажется. Ты точно в порядке? Но кто здесь вообще такой? Клайд. Не говори моему брату. Он потребует назад свои таблетки. Кто твой брат? Акип коридорный. Он точно придурок. Я сохраню твой секрет. Тогда я больше не буду тебя беспокоить. Тебя, похоже, уже далеко унесло. Чувак принимает таблетки, получается, в сортире. Похоже, там никого нет, но дверь заперта. Понятно. Ладно, уходим отсюда. По идее, вот она, водоочистительная станция. Она грязная, и, возможно, придется чистить. Но я предлагаю еще раз пойти повзаимодействовать и поговорить. Наверное, к Кипу опять подойдем. Может быть, откроются новые диалоги. Так, это кто? Это Льюис. Меня интересует пока Кип. Да.
Так. Нет ли у тебя ключа от туалета в джунглях? Я потерял его где-то на пляже. Где именно? Где-то у розовых пальм. Но здесь нет никаких розовых пальм. Тогда не помню. Я хочу спросить кое-что у тебя. Так, ладно. Ну, ладно, я пошел. Так, теперь еще пляж надо найти. Мне интересно, ключ получится найти или нет. Так, давайте повзаимодействуем, что ли. Стаканчик. Это я возьму. Так, стаканчик мы взяли. Это что, кофейник. Сейчас мне нужен... Не нужен кофе. Так, это что, соковыжималка. Предпочтительнее извлекать сок. Так, электричество. Так, посмотрим. Понятно, я предлагаю отсюда выйти, я ничего не понимаю пока. Так, это хавка, что ли? Ужасный ужас. Я не буду это есть, если даже под угрозой голодной смерти. Неаппетитная жратва. Это точно к рту не поднесу. Нет аппетита, спасибо. Нет, отвратительно. Блин, да что за хренотень. Ладно, на стену с картиной идем. Боюсь, что если попытаюсь пойти на тот пляж, то расквашу себе нос. И чё? А почему я не могу? Так, это что? Мне нравится синий. Ведро с краской уже взяли. Ладно, я предлагаю выходить отсюда. Мы взяли краску, взяли стаканчик. Я пока не понял, зачем они нам нужны. Но, в принципе, мы не осмотрели локацию перед отелем. Возможно, там мы что-то и найдем. Я не был вот здесь, возле океана. Опачки, новая локация. Ларри угрюмый. Эй, ты, это мой плод. Это мусор, и его нужно переработать. Это мой плод, елки! Можешь еще раз опустить мой плод? Это мусор, и он останется там, где есть. Блин. Ну ладно, давай побазарим тогда с тобой. Привет, меня зовут Ларри, Ларри Лафер. Привет, я Эмма, прекрасное имя. Спасибо, а фамилия у тебя Струч? Что? Ну ты, видимо, ничего не выбрасываешь. Можно же просто бросить не нужно в океан, и оно исчезнет. Практично. Это ты пытаешься возбудить во мне какую-то фигню? Ты находишь мои действия возбуждающими? Вовсе нет. Ты очень напоминаешь мне тех, кто довел планету до такого состояния, хотя бы слишком молод, наверное. Так, ты о мужчинах в выходных костюмах? Что такое выходной костюм? На мне такой. О боже, похоже на свадебный костюм. Ох, не напоминай. Что ты сделала с плотом? С чем? С этой штукой в сети. Стой, это ты выбросил этот мусор в воду? Это не мусор, это продукт инженерного гения. Ничего, я уже пожаловалась губернатору Марли. Значит, это твоих рук дело, не волнуйся. Она меня уже нашла. О да, меня хорошенько нашла. А теперь отдай плот. Ни в коем случае. Я не отдам этому плоту снова загрязнять эти прекрасные воды. Я ведь смогу слышать кавычки. Что ты вообще здесь делаешь? Я экоактивист. Я спасу природу от вредных выбросов, куда бы ни пришлось отправиться. И так совпало, что спасать нужно природу. Посмотри, какой мусор здесь бросают в воду. Перестань называть мой чудесный плод мусором. Не перестану. Как ты нашла плод так быстро? Я поставила датчики по всему Калау. Температуру воды, сила ветра, РН, солнечное излучение. Я могу в реальном времени следить за всеми из центра управления. Я еще поставила на острове несколько камер. Похоже, мимо тебя ничто не проходит, и я даже не сплю. Я прочесываю пляж металлоискателя. Что только некоторые взрывают старую бытовую электронику. Это надо задуматься. Чудовище! А ты не находила случайно ключ в окрестностях отеля? Находила? Как тогда? На одном из обходов металлоискателя собирался дать губернатору. О, я могу помочь, я все равно мне нужно идти в отель. Было бы здорово, держи. Отлично!
Ты случайно не видела красивую блондинку здесь? Я стараюсь по возможности избегать людей. А после этих туристов остается особенно много мусора. Ее зовут Фейт. Ничего не вспоминается? Нет. Ладно, мне пора. Я как понял, мне дали ключ. Вот он, ключ с кирпичом, ключ от туалета. А почему бы не сходить и не открыть нам туалет в самих этих джунглях? Итак, Ларри, погнали. Перейдя в локацию джунгли, я собираюсь воспользоваться ключом от туалета и попытаться открыть дверь. Подходит. Что мы здесь видим? Так, мы видим толчок. Так, посмотрим. Ларри решил сходить. Он реально решил сходить. Так, это что? Что-то взяли. Это что такое? Дырка? Да, я мог бы кое-что туда засунуть, но нет, не буду. Ларри, ты дурак, что ли, совсем? Так, это что? Еще один туалет. Для меня это слишком демонстративно. Мне нужны закрытые... понятно. Так, я вот думаю... у меня есть кое-какая идея. У меня есть же краска. А что будет, если я ее сюда залью? Нужно попробовать через отверстие. Вот через это. Вода прям как ей нужно немного цвета. То есть мы красить сейчас будем воду и в бассейн покраситься, а не очиститься, что самый прикол. Так, это что у нас? Освежители воздуха, которые были в толчке. Это позволит немного улучшить запах. Покрасить и смешать запах. Отлично. А почему бы сейчас к Бекке не подойти и не спросить, как вода? По идее, ну как бы это тоже же движ, это тоже движуха. Итак, Бекки. О, видим, уже бассейн чистый, классный. Вода в бассейне теперь чистая, скажем так. Прекрасно! Наконец-то можно надеть бикини и нырнуть. Только, пожалуй, не стоит погружаться в воду с головой. Ни в коем случае, у меня же прическа. Единственное, что нам казалось моего хвостика, оливковое масло, полученное холодным отжимом с помощью карликовых коз. Тогда я добавляю им 1 балл на каком-то, короче, предложении. Тебе принеси что-нибудь выпить? Нет уж, понятно. Ладно, мы, короче, от нее уходим, и надо заняться другим движем. Так, я, по идее, не взаимодействовал вот с этой уточкой. Просто не могу пройти мимо. Ага, он уточку все-таки взял, спер. Так, вода, бассейн нет. Я хочу с этим чуваком поговорить, с Дипом. Дип, Кто сказал? Где они? Никто ничего не говорил. Я что, похож на Кипа? Ах, да. Я Дип, запомни хорошенько. Но не говори никому. Что здесь можно выпить? Все, что душе угодно. Чистая ключевая вода. И это все? После совершившего фестиваля сюда ни один корабль не заходил. Теперь у нас самый натуральный сухой закон. Но у меня есть особый напиток для узкого круга, безалкогольное виски. Потому что широкому кругу он даром не сдался. Да уж, продается он не так хорошо, как мне хотелось. У меня есть знакомый фирменный коктейль, виски Твиттер. Но без ингредиентов мне его не смешать. Даже та странная девица-инфлюенсер все время ноет. Так. Я хочу Тики Твистера. Я уже сказал, что не могу его сделать. Но если ты хочешь, я дам тебе рецепт. Я просканирую его и добавлю в приложение для работы. Толку от него будет мало, но ты все равно не сможешь достать. Ладно, посмотрим. Ладно, я пошел. Никого из нас на самом деле здесь нет. Так, ладно, я уже заболтался. Надо искать ингредиенты. Итак, кто это? О, какие милые цветы. Ох, спасибо. Я сама собирала и расположила согласно яркости расцветки. Так они помогают достичь психического равновесия. Похоже, работает. Я Ларри Лафер. Меня зовут Шонни. Хороший отель, да? Вообще говоря, да. Так это тебя не очень радует, похоже. Я должна была уже ехать, но оказалось, это не так просто. И почему ты здесь? Я следовала за звездами. Я слышала, что здесь находится легендарная пещера космического познания. И поняла, что обязательно должна там побывать.
И я всегда говорю, что главное — путь. Ты тоже из этих туристических блогеров? Я что, похожа на них? Я не хотел тебя обидеть. Тогда нужно поосторожней с словами. Туристические блогеры — отбросы общества. Неужели это хвастаются в инстахрене, как они круто отдохнули? Звучит ужасно. Так и есть, детишки толстосумов. Извини за такой вопрос. Ладно, они же ведь тоже люди. А ты не хочешь продолжить мое путешествие? Как? Деньгами? Здесь все очень дорого. В каком смысле? Я ни за что не платил. А как же ты тогда турист-попрошайка? Турист-убегайка? Это как-то... Так, или ты думаешь, как супергерой, что все злодеи разбегаются? Все мимо. А такой туризм — это прекрасный экологический способ объехать весь мир. Звучит классно, а в чем суть? А ты просишь других поддержать твой духовный путь. В смысле, ездишь автостопом? Нет, я описываю свои впечатления, изучаю позитивные мысли, затем мне дают немного денег, и я продолжаю путь. У тебя наверняка много приятных встреч бывает. Точно. Вот только, да, не все понимают такой подход. Почти никто, честно говоря. Не может быть. А такой способ путешествовать не причиняет неудобств? Постоянно искать ночлег подешевле? Иногда может даже раздражать. Последние несколько ночей я спала на пляже, лежишь под звездами, легкий ветерок обдувает, все такое классное. Но я будто угодно отдала за ночь настоящей кровати и правильным человеком под боком. Ты и сам это заметил, да? Помолчи, Пай. Можно мне одну свечащуюся штуку? Конечно, они мне больше не нужны. Не знаю, почему они еще светятся. Обычно они довольно быстро, еще кожа краснеет там, где они надеты. Неважно, у меня все равно кожа не в лучшем состоянии. Ладно, тогда держи. А еще свидимся. Да укажет свет тебе дорогу, странник. Спасибо, и тебе того же. Ладно, я предлагаю отсюда уходить. Потому что вроде взаимодействовать уже пока не с чем. Выходим в фойе. И на этом серия у нас, ребята, подошла к концу. Мы с вами продолжим прохождение уже в следующей серии. Не переключайтесь и всем пока!